Витамин Е. Было много исследований, и дозировка была от 100 МЕ до 1200 МЕ в сутки. И улучшались параметры АЛТ, фиброз и другие анализы. Но если уровни АЛТ оставались прежними, то увеличивали дозировку до 1200 МЕ. Но витамин Е не помогал, если у вас цирроз, вызванный заболеванием, вызванный этанолом. Пациенты с вирусным гепатитом, печень у них восстанавливалась в течение 8 недель высокой дозой витамина Е. Это было 1200 в день. Пациенты с хроническим гепатитом С получали дозу 500 МЕ в день в течение 3 месяцев. Те, у кого были сильно повышены АЛТ, у них понизился. А у пациентов, у кого АЛТ был не такой повышенный, то у них снизились маркеры окислительного стресса. Также у кого гепатит Б, у тех тоже улучшались анализы, и у тех, кто не реагировал на традиционное лечение. Но опять-таки Е-витамин берите лучше натуральный, и Е-витамин он лучше всего работает вместе с С-витамином и селеном. Это антиоксиданты. Цинк у всех пациентов с болезнями печени понижен. И цинк поможет, у кого повышены показатели АЛТ и АСТ. И у пациентов с циррозом цинк снижал уровни билирубина. 200 мг в день в течение 6 недель, но тут наблюдалось увеличение времени протромбина. Также цинк был полезен при вирусном гепатите и печеночной энцефалопатии. Но опять-таки выбирайте пикалинат цинка, он лучше всего усваивается. Также здесь еще написано другие варианты. Магний, например. Уровни магния тоже у пациентов с циррозом намного ниже. Но как раз это определялось не по анализу крови, потому что анализ крови, он вообще не дает никаких представлений. Это надо делать другие анализы, это может быть волосы на микроэлементы. Также есть связь с воспалением печени и фиброзом. Но магний трудно восполняется, и поэтому берите или цитрат, или глицинат, то есть хелатные формы магния. Нозиметионин, он же САМe. Введение САМ уменьшало повреждение печени, уменьшалось воспаление при алкогольном циррозе. Дозировка 1600 мг в день, то есть 404 раза в день. Бетаин – это компонент свеклы. Часто комбинируется САМ. Они ослабевают повреждение печени, ожирение печени и фиброз. Расторопша или силимарин. Это, наверное, самое популярное растение для печени. Уменьшает повреждение печени при передозировке лекарствами, перегрузка железом, при отравлении грибами, при алкогольном фиброзе, улучшает регенерацию печени. И вообще очень много препаратов на основе расторопши. Это и шрот расторопши, и керсил, силимар, легалон. Вообще можете взять просто в аптеке шрот расторопши или купить также на iHerb, там тоже очень большой выбор. Но мне кажется, шрот расторопши из аптеки очень хорошо работает. Корень солодки, глицеризин, применяется при лечении гепатита С. Чаще пациентам, которые не поддаются лечению интерферонами или не переносят их, или как дополнение к стандартному лечению. Но очень осторожно с ним надо, потому что он может поднять давление, понизить уровни калия и повысить уровень эстрогена. Конечно, продаются на iHerb такие добавки, которые не повышают давление, но все-таки с ним надо быть осторожно, не перебарщивать дозировку. Также вы здесь еще внизу найдете те травы, которые повреждают печень. Так что на всякий случай посмотрите, прежде чем покупать что-то и пить. С-витамин. С-витамин вообще восстанавливает весь желудочно-кишечный тракт в повышенной дозировке. Дефицит увеличивает неалкогольное жировое заболевание печени. Вообще С-витамин лечит воспаление печени, помогает восстанавливать Е-витамин, понижает холестерин, выводит все химические вещества при отравлении лекарствами,
Вообще любые вещества выводит, даже углекислый газ, ну вообще любое. Улучшает все показатели. Антиоксидант. Без него вообще никуда. Он обязательно должен присутствовать. Дозировка здесь в этом исследовании 20 мг на килограмм. То есть если 70 килограмм, то это 1400 мг. В других исследованиях там, конечно, больше дозировки. Также, конечно, С-витамин, он обязательно в курсе детоксикации. Он выводит все тяжелые металлы, ну то есть без него никуда. Обязательно добавьте. Селен. Дефицит селена приводит к циррозу печени. Селен поднимает уровни глутатиона. Это антиоксидант, который защищает весь организм и очищает. Селен обязателен в программе детокса, помогает выводить тяжелые металлы, хорошо работает вместе с С и Е витаминами. Также селен понижен при алкогольном циррозе. И селен защищает печень от интоксикации лекарствами. Ну, также селен это вообще главный элемент для профилактики онкологии, в том числе и печени. Спирулина в некоторых исследованиях дает такие же результаты, как и расторопша. Она хелатор вредных металлов, связывает токсины, принимается при неалкогольной жировой болезни печени, лечит весь желудочно-кишечный тракт. Здесь пациентам давали 4,5 грамма спирулины в течение 3 месяцев, и у них все показатели улучшились. И вообще было очень много исследований по поводу спирулины, можете у меня на сайте найти некоторые. Вообще спирулина применяется при всех болезнях. Лецитин. Лецитин понижает холестерин на 40% в течение 1 и 2 месяцев. И на 56% это плохой холестерин понижает. Защищает от камней в желчном. В исследованиях он дает лучшие результаты вместе с рыбьим жиром. Крысам повреждали печень и давали лецитин. И значительно улучшались анализы при дозировке 100 мг на килограмм. Вообще лецитин содержит в себе фосфолипиды. Там они такие длинные названия, не буду произносить. И как раз на этой основе и сделаны препараты, которые в основном и продаются для лечения печени. Это и эссенциали, форте, и вообще их тут очень много, можете посмотреть. И вообще, в принципе, эссенциали форте, так, ну вот еще следующее исследование на лецитин. И, например, эссенциали форте содержит в себе в одной капсуле 300 мг, из которых 76% это активное вещество. А тут, например, этот вариант в соевом лецитине, этого же вещества 1400 мг в 1,5 ложки. Их тут 45 порций получается. И, конечно, это покупать намного выгоднее выходит, чем тот же эссенциали форте. Ацетилцистин, он же НАК. В аптеках он продается под названием АЦЦ. Вообще применяется он от кашля, но вообще это такое многофункциональное лекарство. Оно повышает в организме глутатион. А как раз таки, в принципе, он и применяется при отравлениях, при дозировке парацетамола, но единственное, надо очень рано начинать принимать, при неалкогольной жировой болезни печени. И у таких пациентов НАК 600 мг в течение 3 месяцев понижал АЛТ и размер селезенки. Так что тоже можете его рассматривать. И, конечно, АЦЦ слишком дорогой. И, конечно, этот НАК, он же продается на iHerb. Там можно заказать намного большее количество, с большей дозировкой и намного дешевле. Аминокислота. Крысам перевязывали желчные протоки, и в группе с аргинином не было маркеров повреждения печени или были незначительные. А обструкция желчных путей является очень распространенной хирургической проблемой. Потом вот мы видим следующее исследование. Это тоже крысам вызывали повреждение печени, и в группе с аргинином печень не была повреждена. Также повышался уровень антиоксидантных ферментов, а также восстанавливалась печень. И это вещество не просто защищало печень, а лечило ее. И аргинин применяется, даже лечит цирроз, ожирение печени, алкогольное повреждение печени. Можете тоже его на iHerb смотреть, там очень большой выбор. Липоевая кислота. Липоевая кислота – это очень сильный антиоксидант. Применяется при болезнях печени.
при повреждении алкоголем, при отравлении грибами, интоксикации металлами, ну или различными лекарствами. Разные дозировки. Есть 600 мг, есть исследования, где 1200 мг. Но я, например, советую сначала с небольших доз начинать, потому что многим плохо становится почему-то от нее. Но так она вообще очень полезная, и диабетикам она обязательна. То есть есть варианты R-липоевая кислота и есть просто липоевая. Ну, в принципе, R-липоевая лучше, но можете, в принципе, и с обычной попробовать, потому что много исследований именно на обычную тоже сделано. Вообще, из других вариантов, что вообще поможет еще восстановить печень, это и корень одуванчика, и корень лопуха, артишок. То есть они и желчегонные, и очень тоже полезные, очень хорошие результаты дают. И, конечно, пропейте группу В. В одном ролике я там говорила, как лучше выбрать и какой лучше вариант группы В выбрать. Вот он поможет. Потому что, например, ниацин, он тоже понижает холестерин. Ну, а вообще группа В, она тоже очень хорошо восстанавливает печень, так что не забудьте про группу В. Самое главное, чтобы они были качественными. Потому что если они будут плохого качества, как, например, в основном в аптеках продаются, то у вас наоборот будет печень болеть от них.